И я сейчас вспомнила такую тему, что я каждый раз ухожу откуда-то. Ушла из первой школы, перешла в другую. Ушла из второй школы, ушла из шахматного клуба, ушла из студии художественной, ушла из колледжа. Потом я еще много откуда уходила. Мы уже опустим. Каждый раз, когда я откуда-то уходила, причина этому была, что я чувствовала, что нужно идти дальше. То есть каждый раз я ощущаю, что момент идти вперед. Это уже стало прошлым. Даже если это были какие-то вещи, ситуации или люди, которые для меня были безумно ценны, как, например, студия художественная, шахматный клуб. Я безумно любила это, любила этих людей, любила моих преподавателей. Но в какой-то момент я ощущала, что все, нужен шаг дальше. Осознанно. И, соответственно, происходила эта трансформация, и я шла дальше. Также произошло с колледжем, как я уже в подробностях уже описала. И, возможно, у вас тоже случались такие ситуации, когда вы чувствуете, что нужно идти дальше, но из-за своего страха, который может быть продиктован многими вещами, или собственной неуверенностью, или страхом осуждения, или еще каким-либо страхом. Так вот, из-за этого страха вы просто себя останавливаете в развитии. Вы останавливаете себя и задерживаете себя в прошлом, когда впереди вас ждет будущее и настоящее, на самом деле, которое вот-вот вы уже должны в него войти, но из-за своего страха вы не входите в это будущее свое, которое для вас уже уготовано. Поэтому я всегда призываю осознавать то, что страх иллюзорен. Если мы не говорим об инстинктивном страхе, там, например, когда на тебя нападает собака, это совершенно иная вещь. А страхи вот в жизненных ситуациях, в таких вещах, никогда нельзя ему поддаваться, ему следовать, потому что это нас разрушает, это нас держит на месте. А если держит на месте, значит мы постепенно оказываемся в прошлом и пропускаем свое будущее, которое мы могли уже построить или как-то развиваться в нем, развивать свои какие-то новые качества и так далее. Еще из интересного, что я вспомнила, это планирование. Еще одно из отличий, которое, возможно, кому-то из вас будет знакомо. Все говорят о планировании, все говорят о том, как это важно, как это правильно, как это благоприятно и здорово. Но сколько бы я ни пыталась планировать, я очень пыталась, но не получилось. Это не работает в моем случае. У многих вот таких людей, как я, у нас это не работает. У творческих людей, у таких подвижных людей, у людей, которые находятся в потоке жизни, мы не планируем, мы не можем планировать. У меня даже была такая фраза, что вы меня спрашиваете, что будет там этой осенью, я не знаю, что будет через секунду, не знаю, что я буду делать завтра, я не знаю, что буду делать через час. Я не пытаюсь сказать будущее. Я пытаюсь на картах, но это мне нужно не для этого, а для других моментов. Но я не знаю, что будет завтра, что я буду делать завтра. Вы меня спрашиваете, что ты будешь делать через сколько-то полгода. Глупый вопрос. Я понимаю, что многие живут планами, у них все расписано, но это не для меня и не для таких, как я. И в какой-то момент я это приняла, и когда ты это принимаешь, то ты начинаешь просто жить в своем естестве, ты начинаешь жить в гармонии со своей индивидуальной природой. В какой-то момент мы обсуждали с моей подругой, обсуждали нумерологию, и есть разные трактовки, и в одной из трактовок говорилось о том, что для таких людей, как я, нам нужно поставить цель и идти к ней. О чем я говорила, что я полностью не согласна.
не могу поставить цель, мне это не работает, меня это даже разрушает. В какой-то момент я и это осознала. Если я к чему-то стремлюсь, к определенной какой-то цели, чем-то так сильно увлечена, то это начинает меня разрушать, и мне это не получается. Если же я просто иду вперед интуитивно, все само ко мне приходит. Если передо мной не стоит определенной цели. И суть в том, что я просто живу немножко другим образом и руководствуюсь немного другими состояниями. Это можно назвать состоянием потока, состоянием доверия, состоянием, когда ты здесь и сейчас. Нет ни прошлого, нет ни будущего, ты здесь и сейчас. Конечно, я не на 100% здесь и сейчас. Мне большую роль играет будущее. Кто-то уходит в прошлое, кто-то уходит в будущее. В моем случае это будущее. Но с годами я все больше возвращаюсь в настоящее. Я себя возвращаю в настоящий момент. Потому что мы, рыбы, наш знак зодиака, очень любят фантазировать о будущем. Есть такое. И жить не в этом мире. Но я возвращаю себя здесь и сейчас. И я не планирую. Я не планирую, потому что это не работает. Я не ставлю цели. Моей подруге, ей же наоборот это подходит. Ей нужно ставить цель, чтобы понимать, куда идти. Куда прикладывать свои силы. И у многих это так и работает. Если ты себе не поставишь цель, силы ты прикладывать ты и не будешь, и куда ты будешь идти, непонятно куда. Направления-то нет. Но когда ты человек до мозга костей творческий, до мозга костей вот не от мира сего, когда ты живешь просто по другим правилам, когда у тебя не стоит целей каких-то там карьерных, еще каких-то, да, в принципе, никаких целей. Просто чувствуешь, чего ты хочешь, и ты туда идешь. Но ты даже не формулируешь себе четкую определенную цель. Ты не ставишь себя в рамки. Такие люди, как мы не можем себя ставить в определенные четкие рамки, потому что они для нас слишком узкие. Они слишком узкие, они нас стесняют, потому что вариантов того, к чему ты можешь идти или как ты можешь идти, их огромное количество. Когда ты такой человек, как я, ставишь себя в эти рамки, ты от себя отрезаешь кучу возможностей, о которых ты даже не мог додуматься. Поэтому нам нельзя этого делать. Если мы это делаем, то это начинает нас разрушать. Это просто противоположность нашему естеству. Разрушительно, это для нас яд. Единственное, как возможно жить, это в потоке, в принятии, в терпеливости в том числе. Здесь по-другому никак. Это тебе не мир, в котором такой материальный, достигаторский, когда ты ставишь цели, достигаешь, вот так вот ступенькам идешь. Здесь так не работает. Мы живем в облаках. У нас все иначе. Облака приплыли, облака уплыли, все. Это абстрактный мир. Это абстрактное состояние. Именно поэтому мы вот такие вот творцы. Именно поэтому такие люди могут создавать нечто непривычное, нечто странное, нечто, чего не было прежде. Нечто новое или даже гениальное. Конечно же, и те люди, которые все планируют, ставят цели, которые чего-то желают постоянно, и они могут быть гениальными. Но у них это по-своему работает, иначе. Как бы речь идет о том, что большинство нашего мира — это вот люди-планировщики. Я их так называю, люди-планировщики. А большинство нашего мира — это люди-планировщики. И когда ты оказываешься другим, тебе приходится прикладывать много сил, чтобы вообще осознать, что тебе-то по-другому, оказывается, надо жить. У тебя-то как бы другая конституция, скажем так. У тебя другой путь. И еще и нужно принять себя в этом.
еще и найти таких, как ты, а их единицы, их очень мало. А еще меньше таких, как ты, которые не в депрессии, что самое интересное. Потому что такие люди склонны к депрессивным состояниям, либо уходить вообще в какую-то шизу в отлет, в худшем случае вообще в наркотики, но это вообще отдельная тема, отдельный кластер людей. Большинство людей планировщики. Поэтому быть белой вороной может быть сложно. И это для таких людей. Сейчас это видео именно для вас, именно для таких же, чтобы вы не боялись взять и сделать безумный поступок. Если вы искренне чувствуете, что это оно, и вы уверены в этом, и вы готовы рискнуть, вы берете ответственность за этот поступок только на себя. Вы всецело осознаете ответственность за ваши решения, за ваши поступки, и берете ее только на себя, и никогда не вините других людей, и не осуждаете других людей за то, что они живут иначе. Не нужно этого делать. И не нужно осуждать таких, как мы, за то, что мы ломаем систему. Да, мы не в системе, не в матрице. Ну да, мы более счастливы. Но попробуйте жить, как мы. Может быть, вам тоже понравится. Ну да, может быть, сложно отказаться от страха. Но, получается, вы выбираете страх, а не бесстрашие и свободу. Получается, это ваш осознанный выбор. Находиться в этом состоянии, в этом положении. И на самом деле вы всегда можете выбрать тот путь, который приносит больше счастья, искренне истинного счастья. Естественно, это путь бесстрашия, это путь доверия как миру, так и себе, так и людям. Это путь уверенности, это путь индивидуальности, принятия своей индивидуальности и индивидуальности других людей, когда мы не осуждаем других, не критикуем других, и также относимся и к самому себе, принимая, что да, я могу отличаться, да, я могу не вписываться в рамки, да, мой путь может быть очень странным, очень непонятным, эфемерным, но в этом его особенность, в этом его уникальность. И все станет ясно со временем. Этот туман рассеется, и ты поймешь, почему так происходило, почему ты шел в эту сторону, а не в другую. В моменте может быть непонятно, в моменте может быть неясно. Для многих таких, как я, как мы, для тех, возможно, кто смотрит это видео, ты можешь не понимать вообще, что происходит, куда ты идешь, что ты делаешь, где я, что я, куда идти. Но ты просто слепо следуешь зову своей души. Она тебя приводит в самые лучшие состояния, в твои личные оазисы. И это путь веры, доверия и уверенности. Является противоположностью страха. Наверное, на этом я закончу. Пишите в комментариях ваши мысли. Какой вы человек-планировщик или такой вот потоковый, скажем так, вне какой-то системы. Вы человек рамок или человек без рамок. Я не окрашиваю того или иного в черный или в белый цвет, хороший или плохой. Я просто говорю о том, что есть разные люди, разные пути, разные состояния. И каждый должен уметь принимать свое состояние и свой путь. И не осуждать другой в том числе. Лайкайте это видео, делитесь, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на телеграм-канал God's Diary. Я его оставлю, естественно, в комментариях и в конце этого видео. Еще у меня есть возможность